Утро в особняке на окраине Бостона началось с той же вязкой тишины, что окутывала дом последние недели. В ней будто растворялась жизнь. В большой спальне на полу сидел Эдвард Лоренс, человек, некогда известный архитектор, теперь лишь тень самого себя. Его глаза были красны от бессонных ночей, руки дрожали. Рядом, на кроватке у окна, лежал его сын, Майкл, год и 7 месяцев. Он не ел, не плакал и почти не двигался. Казалось, мальчик просто перестал быть частью мира. Комната была завалена банками детского питания, дорогими смесями и лекарствами. Все бесполезно. После смерти жены Клэр дом стал музеем, чистым, безупречным и мертвым. Даже сад за окном, где когда-то звучал смех, теперь утопал в сером тумане. Майкл словно чувствовал эту пустоту и просто отказался от жизни. Внизу за рутиной следила экономка миссис Хёйл, строгая и уставшая. Служанки шептались, что хозяин сходит с ума. В тот день в дом пришла новая уборщица, Анна Риверс, молодая женщина с усталыми глазами. Она была здесь лишь на 1 день, заменой. Хёйл предупредила не шуметь, не подниматься наверх. Анна кивнула и начала работать, чувствуя, как каждый шаг отзывается эхом в холодных стенах. Позже, проходя мимо кухни, она услышала тихий звук, стон, похожий на плач ребенка. Сердце сжалось, но она не посмела подняться. Однако вскоре ее позвали помочь на кухне. Там сидел Майкл, бледный, с пустыми глазами. Перед ним стояла ложка с дорогим питанием, но мальчик лишь отвернул голову. В воздухе стояла безнадежность. Анна не выдержала. Она взяла кусочек свежего хлеба, который только что испекла повариха, полила его оливковым маслом и посыпала солью. Теплый запах наполнил кухню. Мальчик впервые за долгие дни повернул голову. Его крошечная рука потянулась к хлебу. Он откусил маленький кусочек и будто вдохнул жизнь. Все вокруг застыли. Когда в кухню вошел Эдвард, он увидел сына, который ел. Это было не чудо, это было возвращение. Мужчина опустился на колени, слезы потекли по лицу. Дом, где так долго жила тишина смерти, наполнился звуком, тихим дыханием ребенка и запахом теплого хлеба. С того утра кухня стала центром их жизни. За этим столом, среди простоты и тепла, Эдвард и Майкл вновь учились жить. А Анна осталась в доме, не как уборщица, а как человек, который напомнил им, что любовь иногда пахнет хлебом. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.